Здорово, народ! Сегодня вы посмотрите самый душный гайд по Arena Breakout, но не переживайте, это будет недолго. Если вы дотерпите до конца, то я обещаю, вы узнаете то, о чем не догадывается вообще никто из когда-либо игравших в арену. На сбор и проверку всех материалов у меня ушло больше недели, так что я очень рассчитываю, что вы поделитесь этим видео со своими друзьями, играющими в Arena Breakout, потому что на своих словах вы это им точно не объясните. Я провел масштабное исследование, чтобы выяснить, на что влияет такая характеристика, как эргономика. И поверьте, тут все сильно интереснее, чем банальная скорость входа в прицел. Я перевернул все, до чего смог добраться в самой игре, за ее пределами. В том числе проверил даже самое шизоидное заявление из видео на ютубе. Топовый лазерный целеуказатель значительно увеличивает скорость входа в прицел. Но прежде чем мы начнем, я не могу не напомнить вам о лучшем сервисе для пополнений. Просто дело в том, что на сервисе donatov.net ты можешь выгодно пополнить свой баланс не только в Arena Breakout, но во множестве других мобильных и ПК игр, в которые ты можешь задонатить напрямую, притом дешевле, чем в самой игре. Забудь про передачу аккаунта, все пополнения только через ID или UID, а после недавнего обновления комиссия пополнения Steam у donatov.net достигла 14%, что является самым выгодным предложением на рынке. Регистрируйся по моей ссылке в описании и забирай купон, который даст тебе дополнительную скидку на первую покупку. Итак, начнем с базы, которую вы точно должны знать, но об этом стоит напомнить. Говоря об эргономике, стоит учитывать не только то значение, которое указано на носимом вами оружии, но и возможных дебафов от брони, шлемов и защиты ног, которые могут снизить количество эргономики персонажа вплоть аж до 20 единиц в сумме. Далее в видео я приведу результаты многочисленных тестов, и для их чистоты я не использовал бронеэкипировку, снижающую эргономику, так что все показатели можно считать максимально достоверными. Замерять прирост полезного действия от эргономики во всех тестах мы будем на максимально широком диапазоне, а именно для 0, 20, 40, 60, 80 и 100 единиц. Мне удалось выяснить, что показатель эргономики влияет на 4 игровых аспекта, а именно скорость входа в режим прицеливания и выход из него, скорость наклона и возврат в первоначальное положение тела, скорость снижения выносливости рук в режиме прицеливания, а также максимальную скорость спринта. А теперь давайте остановимся на каждом пункте подробней. Скорость прицеливания в Arena Breakout крайне важна, если вы предпочитаете активный стиль ведения боя со штурмовым или снайперским оружием. Я снял 6 точных значений как для входа в режим прицеливания, так и выхода из него, в диапазоне от 0 до 100 единиц эргономики. И результаты сейчас перед вами. Но в табличном виде вряд ли вам удастся заметить одну очень важную особенность. Если изобразить эти показания в виде графика, на котором ось X это значение эргономики, а ось Y необходимое время для прицеливания в секундах, то становится очевидным, что полезное действие от эргономики нарастает нелинейно с пребыванием все большего количества ее очков. На этом графике синяя линия отображает вход в прицел, красная — выход из него. Таким образом вы видите, что в диапазоне от 0 до 20 единиц скорость входа в прицел ускоряется наиболее значительно с каждой новой набранной единицей эргономики. А в диапазоне от 40 до 60 существенно ускорить вхождение в прицел не представляется возможным. Но уже после 60 мы можем вновь плавно повышать скорость прицеливания за счет набора дополнительных единиц. И вот теперь попробуйте сказать, что вы были в курсе этой фишки. Ну а для времени выхода из прицела приметно то, что в диапазоне от 80 до 100 она вообще никак не меняется. Но хочу обратить ваше внимание, что к скорости выхода из режима прицеливания не стоит относиться пренебрежительно. Ведь от этого будет в том числе зависеть, как быстро вы сможете перейти в режим спринта и выйти из-под обстрела. Но если вы вдруг скептически смотрите на снятые мной показания скорости с точностью до тысячных долей секунды, то вы можете посетить мою страницу на Boosty, где я вам покажу, как я это делаю, тогда у вас точно не останется никаких вопросов. Что это значит? Это значит то, что показания мы будем снимать максимально точно, потому что мы будем обрезать видео по кадрам и по кадрам непосредственно мерить скорость происходящего в игре, да? Итак, какие же выводы можно сделать из полученной информации? Ну, во-первых, если вы играете с болтовыми снайперскими винтовками, то ношение брони, шлемов и ЛСУ, снижающих эргономику, для вас крайне противопоказано, так как на низких значениях эргономики буквально каждая единица имеет очень высокую ценность. А ведь вам захочется еще иметь прицел высокой кратности и глушитель. Но если вы играете со штурмовой винтовкой, показатель эргономики будет от 40 до 60 после вычета возможных штрафов от вашей брони и шлема, то, к примеру, для вас не будет особого смысла отказываться от лазерного прицела или прицела большей кратности в пользу скорости прицеливания, так как вы ее почти не потеряете. А еще для штурмовика в Arena Breakout является очень важным скорость наклонов тела и возврат его в первоначальное положение, что также определяется общим значением эргономики. Как и в прошлый раз, я замерил необходимое время для максимально глубокого наклона при 0, 20, 40, 60, 80 и 100 единицах эргономики. И теперь мы можем проанализировать результаты в виде графика. Синяя линия — вход в положение наклона, красная — выход из него. Но на этот раз мы видим, что максимально быстрый прирост полезного действия для наклона происходит в диапазоне 20 до 40 очков эргономики, и начиная с 40 до 60 прирост полезного действия вновь замедляется, что в очередной раз говорит о сомнительности погони за максимум очков эргономики, если ваш сетап находится в этом диапазоне. Также эргономика влияет на скорость расхода выносливости рук в режиме прицеливания, что очень важно при игре на снайперских винтовках.
Все полученные результаты перед вами в виде таблицы и графика. Синяя линия для положения стоя, красная сидя, оранжевая лежа. Как и всегда, прирост полезного действия оказывается нелинейным, а максимально быстрый его набор начинается только после 60 единиц. Но как и прежде, в диапазоне от 40 до 60 единиц ее полезное действие будто замораживается. Также мной было выявлена зависимость максимальной скорости спринта от значения эргономики. Подтверждением этого стал замер короткой пробежки поперек стрельбища. Подробнее на этом останавливаться не буду, результаты на вашем экране. Но на этом мои исследования не ограничивались. Еще мне удалось опровергнуть некоторые заблуждения, такие как влияние эргономики на скорость извлечения оружия. Какое бы ни было ее значение, скорость анимации не меняется. Видимо, она установлена для каждого оружия персонально и не подлежит модификации. Ну или самая, мягко говоря, странная легенда о том, что синий-фиолетовый лазер, который на секундочку имеет дебаф аж в 5 единиц эргономики, в выключенном состоянии ускоряет вхождение в прицел, что казалось фейком как в включенном, так и в выключенном режиме. Спасибо, что досмотрели до конца, лайк можете не ставить, а в качестве благодарности можете прокрутить видео на повторе еще раз.